Гамаджоба, друзья. Едем снимать участок в Чаковиче и Субани. Участок, как нам сказали, в очень живописном месте. Посмотрим. Участок 2000 квадратных метров. Стоимость участка 75 тысяч американских долларов. Ну и, соответственно, торг приветствуется. И, как правило, приветствуется торг. Чем больше, тем лучше. Ну а тем временем в Оттаве, в Канаде, идут митинги. Очень большие и масштабные. Российские СМИ очень неохотно освещают их. Значит, в Канаде бастуют дальнобойщики, трактористы и все, у кого есть транспорт, все выехали в Канаду. То есть прибыло по самым скромным подсчетам 80 тысяч техники. То есть это фуры, трактора и прочая техника. Заблокировали полностью Оттаву и идут митинги. То есть митинги, как вы понимаете, естественно, идут против фашизма, против ковид-фашизма. Ну вот сейчас это все идет. Посмотрим, чем это закончится. В интернете сейчас слышу часто такую информацию, такое мнение, что не нужно уезжать из своей страны, а нужно объединяться и так же, как в Канаде, значит, организовывать какие-то митинги. Ну, я считаю, что это полная глупость. Для России это не подходит. Никакие, во-первых, мирные митинги не помогут побороться против фашизма. Если у правительства цель — это уничтожение населения, зачистка территории, то никакие мирные митинги не помогут. Никакие юридические Значит, никакие юридические меры, в общем, ничего мирным путем здесь уже не поможет. То есть люди лишние на территории. То есть либо мы их, либо они нас. А к тому же, с кем объединяться? Я не вижу, с кем можно объединиться. То есть кто вот в данный момент может выйти на митинги? То есть это люди от, скажем так, 30 и до 55 до 60 лет, да? А что из себя представляет эта прослойка населения? То есть мужчины, это сейчас в России, то есть конкретная такая аморфная масса, такие каблуки конкретные, такие конкретные баба-рабы, с которыми невозможно даже на рыбалку съездить. То есть ты ему говоришь: поехали завтра на рыбалку. А он тебе начинает: да ты знаешь, вот у меня завтра то-то. Он знает, что жена его не отпустит, и он не может принять собственного решения. То есть эти мужчины, у них нет уже ничего мужского, уже никакого мужского стержня у них нет. Это конкретные баба-рабы. И женщины, которые нашли себе, заимели вот этого раба, которого они каждый день отпускают на работу, чтобы он им заработал денежку. Они его, значит, как бы пасут. И никуда они его, ни на какой митинг просто не отпустят, потому что, ну, ей будет некомфортно. Она даже на рыбалку его не хочет отпустить. А на какой митинг? Вдруг с ним что-то случится? Кто будет ей приносить денежку? И вдруг с ним что-то случится, а как она будет без своего раба? Нет, это пусть вон Васька, сосед, идет, родину защищает, а своего я не отпущу, вдруг с ним что-то случится. А ему на работу завтра, а у него дети. Вот так вот. Вот поэтому и некуда, некому сейчас в России встать и защитить родину свою. И
Единственное, кого я сейчас вижу, что конкретно рубятся, бьются с оккупационной властью, с фашизмом, это женщины 55+. Вот здесь, да, здесь приятно посмотреть на них. В общем, я считаю, что нужно уезжать в страну, в которой народ не приучен, что нарушают его права. И когда это делается, то народ восстает и самоорганизуется. В России этого нет. В России долгие годы людей приучали. То есть потихоньку, по чуть-чуть, постоянно наступали на горло, постоянно какими-то законами нарушали права, забирали у людей эти права. И тем самым потихоньку приучали к тому, что это беспроблемно. То есть это вот так, отнеситесь к этому с пониманием. Ладно, в общем, едем смотреть участок с домом. Я этот дом уже видел. Сразу скажу, что звезду свою я ему не даю, так как считаю, что для меня более правильный вариант — это купить землю и самому построить на ней дом. Ну, как бы не у всех есть такая возможность. И к тому же в Грузии это достаточно сложно из-за языкового барьера, все вот эти взаимодействия. То есть одно дело — это сидеть за столом, то есть общаться, и совсем другое дело — это обсуждать какие-то нюансы по строительству. То есть знание русского языка у них на это уже не хватает. Здесь очень довольно-таки сложно обсуждать эти моменты. Значит, участок находится в 5 километрах от береговой линии, в поселке Чаквичи-Субани, относительно недалеко от асфальтной центральной дороги, где-то 500 метров до дороги, по которой идет маршрутное такси. Ну вот, собственно, и сам дом совершенно с шикарнейшим видом на горы, на горную реку. Сад 2000 квадратных метров. Имеет мандарины, апельсины, все, что растет в Аджарии. Здесь все есть. Имеет свой выход на реку, то есть можно устроить зону отдыха, мангальную зону и отдыхать на реке. Сад имеет уклон, то есть не ровная поверхность. Подъем к дому относительно не очень крутой. Вот метров 150-200, вот такой вот подъемчик. Ну, там дальше идет уже асфальтная прямая дорога. Дом 13×16, площадь дома 266 квадратов, плюс имеется сарай для скотины. То есть, ну, его нужно немножко подделать, там мужской руки не хватает. Но, тем не менее, сарай, стены уже есть. Можно сразу заводить корову. Ну, пойдем посмотрим дом. Ну, посмотрим сам дом. То есть, дом 5 комнат плюс кухня. Здесь кухня, конечно, требуется косметический ремонт. Ну и не только косметический. Ремонт, конечно, нужен будет. Но зато это 260 квадратов.
Стены крепкие, окна нужно будет ставить пластиковые. Здесь туалет. Крыша поменена, крыша хорошая. Поменять не надо, крыша очень хорошая. Угу. Понятно. Ну, как я уже говорил, участок 2000 квадратов, дом 266 квадратов. Ну, плюс сарай там что-то оформлен тоже, по-моему, 50 квадратов. Ну, вот. Дом крепкий. Крепкий, свежий сам дом. Ну, конечно, менять окна, ремонт. Нужно будет вложиться в него. Так, зато вот такой вот шикарный вид. Вот здесь шикарное место под зону барбекю. То есть какая-то такая зона отдыха на речке с видом на реку. То есть можно устроить такое шикарное место. Летом тут вообще будет красота. Фундуки, грецкие орехи, бамбук. То есть тут такую можно беседку классную смастерить. И вот, вот сам дом. То есть вот его видно сверху. То есть вот это вот все участок. 2030 квадратных метров.